Доброе утро. Сегодня будет влог из Бодрума. Привет, дорогие друзья, с вами Ева, и мы с вами в Бодруме, Ялаковак-Марине. Вы знаете, у нас много разных событий происходило за последнее время. Политическая нестабильность, экономическая нестабильность продолжает погружаться в какую-то непонятную бездну. Вот. И, в общем, на фоне этих событий я решила провести такой эксперимент. И посмотрим, что можно себе позволить на $100 нынче в Турции. Погнали! За $100 сейчас в Турции можно купить 3800 лир. Ну давайте посмотрим за 3800 лир, что я могу себе позволить сегодня в день. Ну и начнем наш день традиционно, как начинается мой день. Прогулка в Ялаковак-Марине бесплатно, $0. Ну и теперь будет завтрак в моей любимой кафешке. Погнали. Меня, почему $100? Ну, меня часто спрашивают о путешествиях, какой должен быть бюджет, сколько вообще стоят поездки. Так вот, я считаю, что в день путешественнику минимально, учитывая транспорт, еду, какие-то мелкие расходы, походы в музей, минимально нужно $100 в современном мире. Вот давайте посмотрим, как турист, допустим, я оказалась в Бодруме, что я смогу себе позволить на $100. Погнали. Я заехала на мойку. 700 лир со счета. Вот мы с вами доехали на завтрак. Я очень часто ем в Грун, потому что здесь очень для меня вкусно, достаточно сбалансированно и приятно. Вот. И в самом центре, в районе Канаджик. Что здорово. Сегодня здесь понедельник и никого нет. Здесь приятный интерьер. Есть небольшая терраса. Вот, у меня уже с собой компьютер, после завтрака немножко поработаю. Вот прям удачно, люблю бывать здесь по понедельникам, потому что никого нету. Ну а летом здесь вся эта терраса будет заполнена. Здесь очень большое меню, есть суши, мы сейчас с вами все изучим. Çok teşekkürler. Benim için aynen. Avokado Norwegian full. Ve cappuccino, yulaf süt. Beraber. Так, ну что, давайте посмотрим, изучим. Как вы видели, я заказала сразу, потому что я беру здесь всегда две позиции. Ничего не меняю. Yulaf süt, evet, yulaf süt. Так, здесь есть очень классный раздел. Завтрак, представляете, завтрак на 3 страницах. Сейчас я вам все покажу. Мы с вами приблизительно прикинем цены, причем, что они не хотели им давать это меню, потому что его нужно переделывать. Они говорят, что цены опять поменялись. Потому что за последние 2 недели доллар с 30, скольки, по-моему, 5 вырос до 38. Или даже 34. Так, у них очень много всяких таких, вот знаете, хлеб на закваске и много. Вот у меня любимый авокадо машрум, авокадо со свеклой. Потом здесь куча всяких мясных, но я это все пропускаю. Вот, то есть вариантов, конечно, очень много разных на любой вкус. Вот, всякие омлетики. Вот это вообще мой топчик, мой любимый. Но вот видите, это все старые цены, которые были всю зиму. Сейчас на новый сезон, я думаю, как минимум 10-20% добавится. Вот. Чем славится еще это место, видите, здесь огромный бар. Во-первых, очень вкусный кофе, один из просто самых лучших здесь в центре. И очень вкусные коктейли. Я алкоголь не пью, я знаю, что очень многие пьют. Многие здесь заказывают суши. Здесь есть всякие... Ну, приблизительно я вам показываю, просто чтобы вы видели порядок цен. Вот. Ну, допустим, вот цены на основные блюда. Семга 850 лир, биф 980, ну, в общем, вы видите. Но это, опять же, это цены, которые были всю эту зиму. Сейчас, я так понимаю, все очень сильно поменяется. Десерты, профитроли, чизкейк, брауни. Я знаю, что он очень здесь вкусный, никогда не пробовала. И матча банана бред. Вот это, кстати, я хочу попробовать, потому что это безглютеновая, такая штука полезная, healthy. 310 лет, пожалуйста. Вот, ну и, конечно, вот, что мне нравится в Груне, здесь достаточно приятные демократичные цены на кофе. Вот. Ну что, а я жду свое авокадо Norwegian. Thank you. Так, ну что,
Вот и мой любимый завтрак. Здесь у меня тоненький хлебушек на закваске, много авокадо, семга, яички, тыквенные семечки. Ну, в общем, прям супер сбалансированный для меня полезный завтрак. Просто обожаю. Если к завтраку не подается горка такая большая зелени, для меня этот завтрак совершенно бесполезен. Потому что во многих заведениях Бодрума продаются яйца Бенедикт. Ну, вы знаете, везде они просто как яйца Бенедикт. Но для меня вот то, что здесь яйца Бенедикт подаются с большим количеством зелени, там, помидорки, оливки. То есть, ну, это для меня это очень вкусно сбалансировано, и вот это закрывает мою такую, скажем так, на полдня абсолютно потребность в еде, всяких витаминчиках, полезностях и вкусностях. Поэтому очень рекомендую именно всегда добирать себе салат, потому что салат — это вещь. Ой, замечательный капучино готовится. Эта девушка очень вкусно делает. Моя любимая официантка, знакомые лица. Мое дежурное кафе. Çok teşekkür ederim. Çok мерси. Красота с сердечком. Ну что? Так, что у нас тут получилось? Ну и вот, видите, получается уже 825 лир у нас с вами ушло на завтрак. Подкрепились 3800, да? 825 завтрак. Ну, условно, у нас осталось 3000 лир на день. Учитывая, что у нас бюджет так уже хорошо так сократился, а хочется еще духовной пищи, можно, в принципе, отправиться в крепость. Но там будет у нас, конечно, хорошая часть бюджета такая заберется, там где-то, по-моему, 35 евро, по-моему, вход сейчас. Вот. Я предлагаю отправиться в Дюбеклихан, где мы сможем с вами бесплатно немножечко так это свою душеньку порадовать. Вот. И обязательно нужно оставить бюджет, потому что снова я хочу пойти на йогу. Погнали! Относительно завтрака нужно понимать, что, в принципе, можно, конечно, поесть где-то сильно дешевле, но это будет какой-то тот же Starbucks, который будет стоить, например, там в районе 400 лир, но это не та еда, то есть какая-то булочка и кофе, да. Если вы захотите поехать в какое-то место с хорошим видом, возможно, с видом на море, то, скорее всего, к той цене, которую вот мы с вами сейчас заплатили, добавьте еще процентов 30, а может быть, даже где-то и в 2 раза, если это будет какое-то раскрученное, классное место с видом, там, может быть, возле какого-то бич-клаба, поэтому закладывайте сразу же хороший бюджет на завтраки, обеды и ужины. Я, поскольку не обедаю, у меня будет только ужин. Вспомнила по пути, что у меня кончилось кое-что из моих всяких бадиков. Мне нужен был магнезиум и крыль, ну, в смысле, как он на русском языке, не знаю, в общем, крыл ойл, вот, и, в общем-то, так. И я, знаете, вспомнила свою последнюю поездку в Оман. Обязательно делайте себе страховку, потому что в Омане я заплатила в 3 раза больше в больнице за аллергию, которая у меня случилась совершенно внезапно на арзу, на планктон, который появляется в... вот, так что, в общем-то, вот такие вот дела. Ну и приблизительно столько, сколько я оставила сейчас в аптеке, это стоил бы столько же абсолютно ваш ланч на одного человека в Бодруме, там, в любом местечке, если бы заказали себе место. Я пропустила ланч, и мы едем с вами в Дюбеклихан вдохновляться бесплатной атмосферой Бодрума. Поехали. Приехали за духовной пищей и наслаждением в Дюбеклихан. Добрались мы с вами. Следующая наша остановка. Если вы приедете в Дюбеклихан на машине, то здесь без проблем есть бесплатная парковка. Ее классно здесь разметили. Буквально я была на прошлой неделе, ее еще не было. В общем, они уже здесь готовятся к сезону. И отсюда открывается, конечно, невероятный вид. Мне это место, вы знаете, видится как долина такая. Такая швейцарская долина. Там пасутся коровки, всякие такие домики. Смотрите, какая красота, да? И сейчас еще такое время, апрель, когда еще все зелено, травка еще зеленая, буквально через месяц уже все станет немножко сухим.
Вокруг шелковица. Красота. В словах, что такое Дебеклихан? На самом деле, я считаю, что это такая жемчужина Бодрума. Знаете, где сохранилась такая бодрумская архитектура на стыке с современным искусством, с этими лавочками, мастерами, глиняными мастер-классами, вот такими, видите, винными, маленькими небольшими такими погребками. Ну, то есть это на самом деле уникальное место, вы обязательно должны сюда приехать. Такая магия всегда окутывает, когда захожу в это место. Сколько раз я здесь была. Очень-очень много десятков раз, но каждый раз это восторг. И когда отцветает бугенвиллия, здесь вот это вот все, весь этот пол усыпан розовыми цветами. Если вы приедете летом, то вы это застанете. Потому что бугенвиллия только-только скоро начнет цвести. И вот такая вот красота будет. Смотрите, ну какой роскошный вид открывается. Невероятно, правда? И самое главное, что для нашего с вами эксперимента мы потратим здесь с вами $0. Ну, если только не захотим выпить какого-нибудь лимонадика, чая или кофе. Но в целом это место, оно доступно. Это такой открытый музей, я считаю, под открытым небом. Поэтому, если вы будете в Бодруме, и вы на машине, или вы на такси, неважно, но вам обязательно стоит сюда приехать. А еще, что вам нужно знать об этом месте, здесь летом есть открытый кинотеатр. И уже можно считать, сегодня сезон открыт. Уже, видите, поставили стульчики, будут показывать кино, будут проходить концерты. Класс. Музычка играет. Слышите? Красота. Здесь, кстати, есть ресторан тайской кухни. Я никогда не была, но нахваливают. Он немножко такой прайси, как говорится, но говорят, что достаточно вкусно. Посмотрите, какие здесь красивые украшения. Уголочек природы и зелени в Бодруме. Летом здесь открывается очень красивый и такой, знаете, уютный, в этой зелени, в тени можно укрыться от жары, ресторанчик. И вот часто я сюда приезжаю, и можно как раз выпить лимонадик. Ну вот как раз, если вы решите выпить в Дебеклихан чашку кофе, лимонадика или чего-то еще, ну вот из своего бюджета отложите 300-400 лир. Вот. А здесь по соседству уникальное такое сите. Видите, частные виллы в удивительном месте. Просто можно позавидовать. Еще и с бассейном, посмотрите. Ой, вообще просто кайф. Это как раз тот уровень уединения, который просто необходим. Видите, уже начинают открываться лавочки. Магазинчики. Какая-то женская комиссия. Не будем мешать, что-то у них там проходит какой-то, может быть, урок. Красота. Сейчас еще не все лавочки открылись, потому что сезон только-только начинает потихонечку, так сказать, разгорячаться. Погода только-только начинает налаживаться. Поэтому скоро все эти лавочки будут открыты практически круглосуточно. Ой, уникальный момент вы с вами застали, потому что везде уже практически глициния отцвела. Ой, этот аромат.
Жалко, что я не могу с вами поделиться. Такой сладкий и вкусный. Ой, кто-то там возмущается, мы нарушили покой. Ну, согласитесь, это очень хорошая альтернатива Бодрумскому замку, в котором летом будет очень жарко, будет толпа туристов, а здесь вы будете практически одни прогуливаться вот в этих прекрасных улочках, наслаждаться прекрасными видами на горы, захаживать во все эти магазинчики, лавочки, попивать турецкий кофе или какой-нибудь холодный латте, вот. И мне кажется, это прекрасная альтернатива, учитывая, что это будет стоить вам действительно $0. Класс? Погнали! Красавец тут. Ну что, друзья, у нас с вами еще по плану йога, на которую я оставила бюджет, ужин, какой-нибудь легкий, может быть, салатик, ну и поход в магазин, потому что, ну, когда ты возвращаешься или в отель номер, или к себе домой, наверняка ты что-нибудь захочешь прикупить. Заодно посмотрим, какие цены в магазинах. А если вы захотите зайти в какую-нибудь лавочку, если вы захотите зайти в какую-нибудь лавочку, то, наверное, от ужина с йогой вам лучше отказаться, потому что весь бюджет вы оставите в этой красоте. Вы можете прикинуть, например, это украшение почти 2000 лир, этот браслетик почти 4000 лир. Тут даже не то, что от завтрака. Нужно будет отказаться от ужина, еще и от завтрака. Çok teşekkürler. Такая замечательная кафешка. Такой винный погребочек со всякими деликатесами, сыром и вином. Просто красота. А вот и карта этого места. Вы можете посмотреть, что здесь есть, сколько лавочек, кафешек. Вот. Замечательно просто. Мы с вами входили вот здесь, вот через главный вход. Видите, вот эта главная площадь. Здесь с вами сейчас поднялись вот сюда на выход на парковку. Такой вот замечательный, красивый центр культуры и искусства. Восторг. Ну и рестораны, видите, здесь можно выпить вина. Здесь кафешка есть, мы как-то сможем здесь пили кофе. Ну и тайский ресторан тоже здесь есть. Ну что, поехали дальше? Что, а я уже переоделась и приехала на йогу. Занималась просто. Ну что, пойдем подобьем, что у нас там осталось с бюджетом. Подобьем по счетам. Занятия йоги в группе 800 лир. Если бы это был private lesson, то это было бы ровно в 2 раза больше. Боже, ну какая классная йога. Прямо такой прилив сил. Красота. Ну что, у нас с вами продолжается наш эксперимент. Я созвонилась перед йогой со своей подружкой, мы обсудили. Я говорю, вот такой эксперимент провожу, сколько, в принципе, за день можно потратить денег, так чтобы, ну, как бы не сильно шоковать и покупать все, что необходимо, все, что тебе нужно. Вот, и мы, знаете, обсудили такие, значит, йога точно так же стоит в Стамбуле 800 лир плюс-минус. Помывка машины, за которую я заплатила 700 рублей. В Стамбуле она говорит, что у них чуть-чуть побольше машина, чем моя, и они платят 1000 лир. То есть, если маленькая машинка, наверное, где-то 500, 700, как я и заплатила где-то за такую среднюю машину, как у меня, и за очень большую машину где-то 1000 лир. Вот такие вот цены, можете себе представить. Дальше, по поводу завтраков точно так же. То есть, где-то она сказала сначала, я говорю, насчет завтрака, я говорю, найди капучино.
И подружка моя говорит, что вот она точно так же отдает где-то 1000 лир. Ну, 800, в зависимости от места. То есть, в принципе, цены, вы можете сказать, ну, это курортный Бодум, здесь какие-то невероятные цены, здесь очень дорого. На самом деле, такие местечки, скажем так, ну, такие рядовые, повседневные, куда местные ходят, цены такие же, как и в Стамбуле. Вот, конечно, если пойдете в какой-нибудь отель или какой-нибудь приморский, не знаю, ресторанчик с видом на море, то там, конечно, завтрак не будет стоить 800 рублей, он стоить будет на человека те же 1500 или там 1200. Поэтому, в общем, да, такой порядок цен. Ну, а мы с вами продолжаем наш эксперимент. В Турции понадобится солнцезащитный крем или всякие гигиенические, всякие прочие средства. Их можно найти в Ватсонсе или, например, какие-то особые в аптеке. Я вот, например, сюда заезжаю всегда. Мой любимый дезодорант, он минеральный. У него немножко изменилась упаковка. Вот, она более эстетично, мне кажется, выглядела, но он минеральный. Такой достаточно натуральный, без алкоголя, без всяких там этих консервантов и все такое. Даже для беременных подходит, веганский. Ну, в общем, класс. Если не пробовали, очень рекомендую пробовать. Ну и очень рекомендую у Babe. У них есть с мочевиной супер крем, который для вот летом, для сухих пяточек. Вот сейчас его нету именно для ног крема, но есть всякие просто для тела. У меня тоже он был очень тоже классный. Но вот для пяточек сухих летом это просто идеальный крем. Я вот даже думаю, может быть, я этот возьму и буду его и для тела использовать, и для пяточек. Попробуем. Да, когда рву, Пеппа. Проблема в том, что в турецких аптеках, как вы видите, нету никаких ценников. На кадар? 500? Ага, 500 с чем-то. 490. Этот 400 с чем-то. Угу, окей. Вот у нас чего получается по ценам. Что, поужинать мы с вами такой ранний ужин. У меня обычно в 5-6 часов. В моем любимом вармасе тут есть всякие салатики. Красота. Так, ну вот меню можете здесь посмотреть. Наверное, в турецком здесь не очень понятно будет, но я могу прокомментировать. В принципе, цены можете понять. Вот меню салатов я всегда беру или фит-салат, или вот авокадо киноа салата я очень люблю. Вот, там семена эдамы. Ну, в общем, в принципе, можно догадаться. Здесь у них появилась тайская кухня. Очень, кстати, вполне демократичные цены. Бургеры, куриный, вегетарианский, мини-бургеры. Вот. Главные блюда, вот видите порядок цен. Вот ана емек, это главные блюда. В принципе, они вот как везде сейчас, это где-то 900 тысяч лир. Вот. Плюс надо не забывать, что 10-20% в зависимости от ресторана сервис-фи сейчас везде. Паста, спагетти, пицца, цена на пиццу, ну и десерты. Я знаю, что здесь просто восхитительный десерт. Это вот эльма, яблочный скрэмбл. Вот я вам показываю. Просто восторг. Вот, ну, в общем, такое вот меню. И вот стартерсы. Вы можете сказать, Ева, но это не так. В Турции не так все дорого. Можно находить места, где можно есть дешевле. Вот я сейчас заказала салат, он у меня стоит 450 лир. Ну, куда как бы дешевле, во-первых, да. Во-вторых, даже вот я знаю, что вот мой муж там любит определенную, знаете, турецкую кухню, такую домашнюю, вот в таких вот локантах домашних, в чарши, например. Если раньше можно было за 200-300 лир поесть вообще просто вот так вот, да даже за 100 лир мы когда-то ели даже вдвоем, еще там, грубо говоря, 7 лет назад, то просто сейчас за 500 лир даже в чарши ты не можешь поесть толком такого, чтобы там мясо, плов, салат, там суп. То есть, ну, вы знаете, для турков чарши, вот такие локанты, это вообще святое. Они там всегда едят, они очень любят домашнюю турецкую еду. Поэтому даже в обычной локанте, если ты не идешь в какой-то такой хороший, ну, какой-то красивый ресторан, такой более европейской кухни, все равно меньше 500 лир ты даже просто, ну, как бы это практически невозможно. Поэтому, в общем, такой вот порядок цен здесь в Турции. Красота. Ну что, вот и пришел мой салат. У меня тут киноа, нут, авокадо, огурец, свекла. И внизу у меня там еще листья салата. В общем, это для меня просто идеальный такой обед-ужин. Супер просто. Легкий, приятный и такой питательный. Çok teşekkürler. Вот, как раз о том, что я говорила, да, что сейчас практически везде в сервис-фи, ну, в основном 20% в Бодруме. Поэтому, если у вас, допустим, большой счет на большую компанию, всегда имейте в виду, что у вас еще 20% будет добавленной стоимости. Вот, но мы с вами погнали дальше. Для ужина мне нужно было срочно сделать звонок
Там девочка, она попросила с ней коротко, быстренько поработать. Вот, и я, в общем-то, решила себя немножко побаловать, чтобы немножко, так сказать, энергия поднялась, вот, и сила на созвон были. Я решила заказать себе еще чашечку кофе и небольшой десертик безглютеновый. Сейчас покажу, как это выглядит и во что нам в итоге это обошло. Снова чашечку капучино на овсяном молоке. И маленький батончик, он без глютена, без сахара, без молочки. Здесь вот в Зае делают такие замечательные десерты. Вот. Ну что, а мы с вами немножко работаем и возвращаемся домой. Ну вот, давайте посмотрим, сколько нам обошелся в самом таком достаточно бюджетном месте, где можно купить кофе и какие-то сладости. 350 лир, капучино и сладость. Это на самом деле очень хорошо, это очень бюджетно, то есть обычно в каком-то другом месте это было бы 600-700 лир. Ну что, друзья, вот мы и провели с вами такой эксперимент о том, что можно себе позволить и вообще как себя чувствовать в Турции нынче на $100. И я оставлю здесь, посчитаю все чеки, оставлю здесь, сколько у нас получилось с вами за сегодняшний день, при том, что мы особо не шиковали, у нас не было там ни алкоголя, как люди позволяют себе на курортах или когда выходят на ужин, у нас не было никаких там затрат типа такси и бензина, у нас не было каких-то там непредсказуемых расходов. Вот, не было никаких походов, например, в какие-то, может быть, экскурсии дорогие или аренды какой-нибудь яхты, или даже если вы просто там обычный эконом-путешественник, да, в любом случае вам понадобится аренда машины или вам придется заказывать такси. Это большая часть бюджета. Поэтому, конечно, в $100 в Турции сейчас не разгуляешься. Ни как туристу, ни как человеку, который здесь живет. Вот. Если раньше на $100 приезжают туристам, в принципе, можно было за день сходить вдвоем и поужинать, и позавтракать куда-то в ресторан, то сейчас, как вы видите, даже на одного человека это как бы очень, так знаете, это очень без никаких стартерсов, без никаких там горячих блюд, без бокала вина и так далее. Вот. А что касается людей, которые здесь живут на постоянной основе, вот представьте, да, то есть помимо всего есть еще в жизни такие вещи, как там посещение врачей, покупка продуктов, страховки, домашние животные, дети, садики, школы, и все это нанизывается. Ну, в общем, вы могли, в принципе, из сегодняшнего порядка цен понять, что, конечно, Турция очень сильно изменилась. И для местных жителей особенно, ну и для туристов, которые раньше, приезжая в Турцию на $100, могли просто шиковать. Вот. Я про себя могу сказать, что, например, раньше для меня $100 это была сумма, которую, в принципе, я могла там несколько дней, неделю даже красиво гулять, куда-то разъезжать, кушать, перекусывать в каких-то красивых местах и получать удовольствие. То сейчас вот мы с вами провели один день и карманы опустили. Вот, поэтому Турция, конечно, перестала быть тем местом, куда все приезжали за дешевым отдыхом или за дешевой жизнью. Даже, мне кажется, я уже записывала, не раз рассказывала, что в последних влогах, что за последнее время мои там ужины, завтраки и так далее в путешествиях для меня были вкуснее и дешевле, чем здесь, в Турции. Вот. Вы можете сказать, что это же Бодрум, здесь как-то вот так дорого, но судя по тому, что я вижу по своим друзьям, потому что мне рассказывают, сама, когда я езжу в Стамбул, я понимаю, что цены, ну, они, может быть, на 10% где-то могут быть ниже, где-то наоборот выше, потому что там больше роскошных ресторанов. Но в целом ситуация по всей Турции плюс-минус одинаковая. Конечно же, в маленьких городах меньше роскошных мест, меньше куда можно сходить, потратить деньги, поэтому, конечно, чек у вас может быть, вы можете вмещаться. Вот. Средняя зарплата, минимальная зарплата сейчас в Турции, по-моему, на человека 20 или 21, сейчас повысили 22, по-моему, 22 тысячи лир, прожиточный минимум на 4 человек 85 или 90 тысяч лир, ну, понимаете, разрыв, да, ну и средние зарплаты по Стамбулу, это, наверное, где-то 35, 40, 45 тысяч лир. Вот, и можете себе представить, что вот мы сегодня с вами вот посчитали, да, то есть я закладывала 4 тысячи, ну, почти 4 тысячи лир, $100, 3800 лир, вот, и у нас уже с вами, в принципе, в середине дня бюджет практически кончился, вот, вот такие вот дела. Поэтому Турция теперь место такого эксклюзивного и дорогого отдыха. Хотя, на мой взгляд, конечно, уровень сервиса и качество продуктов, к сожалению, с увеличением цен
не повышаются, а только понижаются. Вот такие вот дела. С вами была Ева. Рада была с вами увидеться, услышаться снова в новых влогах. Теперь уже влог, я думаю, все это лето будет очень много влогов из Бодрума, из Турции. Поэтому оставайтесь со мной на связи. Оставляйте в комментариях, что вы думаете по поводу Турции, текущих цен. Вызывает ли у вас каждый месяц вот такое состояние? Вот. Ощущение, конечно, что ты год себе назад мог позволить на $100 вот столько, а сейчас ты себе на $100 можешь просто позволить вот столько. Это, конечно, очень грустно. Так, ну и что, и последний штрих. Забежи в магазинчик. Я очень хотела... О, наконец-то привезли свежие ягодки, и они стоят какие-то более-менее вменяемые деньги. Очень хотела я малинку. Супер, даже, наверное, парочку возьму малинок. Потому что голубика всегда есть, а вот свежей малины очень давно не было. Супер. Дальше пошли посмотрим, что мне еще нужно. Мне еще нужно сливочное масло. Вот, кстати, вы можете посмотреть приблизительно цены за килограмм. Это сыры. Вот всякие соусы, цены, я думаю, вы тоже видите. Не буду все озвучивать, приблизительно покажу. Так. А я хочу купить сливочного масла, потому что я заказала себе пасхальный кулич. И мне нужно будет... Я обожаю есть пасхальный кулич с маслом. Вот, кстати говоря, видите, всякие нарезки, какие цены. Семга, вот я покупаю обычно семгу, но без укропа. Она, видите, 300 лир уже стоит. Раньше, по-моему, было всегда 120. Яйца. Почем яйца? Яйца — это всегда вопрос, который всех интересует. Разные цены, видите, 100, 130 лир. В зависимости от размера, там, органические или нет. Ну, в общем-то, будем считать, что в среднем 100 лир десяточек яиц. Вот цены на молоко. Это обычное молоко. И также есть всякие варианты растительного молока. Эти, я так полагаю, с сахаром, но есть и без сахара. Варианты, цены вот такие по 130 лир, 120 лир. А у меня сейчас будет квест выбрать сливочное масло, какую-то небольшую пачечку, какое-то самое хорошее, натуральное, по жирности, я так понимаю, вот, в общем-то, все, которые есть. Выбор небольшой здесь. Вот. Потому что я обожаю есть. Вот такую маленькую пачечку возьмем. Потому что я обожаю есть пасхальный кулич с маслом. Супер. Ой, я посмотрела, там есть другой бренд. Сютаж. Он получше, насколько я помню. Он тоже 82 у него жирность. Да, Сютаж, по-моему, получше. У него состав. Нек. Масло. Культура. Ну, в общем-то, ничего такого лишнего. Возьмем это масло. Вот. Ну и заодно можете посмотреть цены на йогурты. На всякие намазочки, сыры. 80, 70, 90 лир. Что еще? Йогурт — самая популярная штука в Турции. 45 лир, 42 лиры. Вот приблизительно такой цен. Вот видите, Сюзмей йогурт, который самый похож на сметану. У него там сейчас скидка, обычно по 100 лир, сейчас вот пишут 70. Но я сейчас не ем вообще молочные продукты. О, кстати, сгущенка. О, это я знаю, сейчас надо купить. Мужу будет супер подарок. Будет доволен, обожаю сгущенку. Так, что вам еще показать по ценам? Давайте посмотрим по ценам, что у нас по оливковому маслу. Выбор вообще огромный. В целом, наверное, 1 литр можно купить в пределах от 350, наверное, лир до, наверное, 600, где-то так. Ну да, 300-600, это в зависимости от качества масла, от его состава. Этот бренд неплохой, недорогой, но и достаточно вкусный. Вот. Дальше погнали. В Турции, вы знаете, все очень любят этот тунец. Но в нем очень много ртути, и он крайне в последнее время токсичный, поэтому я его исключила из еды. Тем более он в металлических банках, поэтому... К сожалению. Ну, вот это, кстати говоря, самое я часто его раньше ела, потому что он без масла, ну, как бы в собственном соку. Дарданель. Так.
Вот это еще супер просто вещь. Обожаю именно вот этот бренд Бурчу. У него оказался и горошек. Он просто, знаете, как у нас в советском детстве был горошек. Вот этот горошек и вот этот нут, это просто идеально. Запоминайте. И цена у него очень бюджетная. Ну и туристам и, наверное, всем будет важно знать, сколько стоит вода. Литр воды стоит 22 лиры у Дамлы. Ну, в среднем, в общем, такая 25 ирикли. 5-литровые стоят 33, 37, 50 лир. Соки. А я хочу посмотреть. Я люблю добавлять... О, наконец-то они появились. Например, тыквенные семечки. Вот эти вот я обожаю их добавлять в салат. Как источник железа. Ну, в общем, просто супер. Обожаю. Вот. Ну, вы знаете, в Турции очень много вот таких вот орехов, сухофруктов. Вот это вот все эти полки. Цены приблизительно все вот такие вот. Так, ну что, вот наша с вами продуктовая картина на сегодня. Малина в упаковке. Ну, я бы взяла, может быть, какие-то другие ягоды, но давно ее не было. Такой свежий, классный. Поэтому малина. Маленькая упаковочка масла. Горох. Нут. Вот. И тыквенные семечки. Ну, посмотрим, почем это все нам обойдет. Раба. Evet var. Ver boşa lütfen. И вот у нас небольшая такая покупочка обошлась нам в 600 лир. Yok, başka yok. Evet, карт. Ну и вот у нас сколько получилось? Почти 600 лир. Ну что, друзья, вот и подошел к концу наш с вами эксперимент. У нас с вами получилось, что если выделить только питание, то мы с вами потратили $57, ну практически 60. Это 2265 лир. Это только достаточно скромный, ну очень нет, хороший завтрак, очень скромный ужин, потому что был только салат, перекус с кофейком, вот, и шопинг небольшой в магазине, ну такие на ужин себе какие-нибудь вкусняшки. Вот. А если все траты собрать, то у нас получилось 6000 лир, то есть мы сильно вышли за пределы нашего бюджета в $100. Это получается практически $160, 6000 лир. Вот, поэтому при том, что здесь не было такси, я не заправляла машину в этот день. Если бы я заправила полный бак, это было бы 1500 лир, 1600 лир, и мне хватило бы этого бензина, учитывая, что в Бодруме достаточно небольшие расстояния, мне бы хватило этого бензина всего лишь на недельку. Вот, поэтому вы можете себе теперь представить, прикинуть порядок цен, сколько вам нужно для того, чтобы жить в Турции, сколько вам нужно для того, чтобы отправиться в поездку в Турцию. Вот. Ну а с вами была Ева. Оставайтесь на канале, подкидывайте мне в комментариях темы, которые вы хотели бы увидеть в следующих видео. Я думаю, что в этом году будет, именно в этом сезоне, я имею в виду летнем сезоне, в этом году будет очень много влогов из Бодрума именно, поэтому подкидывайте мне обязательно в комментариях новые темы для видео. И до встречи. Пока. Снова в новых видео.